Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на канале Дарки, и сегодня я принесла вам одну очень интересную историю, которая точно заслуживает нашего внимания. Однажды один политик по имени Джон Листер решил навести порядок в деловых документах, которые хранились у него в поместье в Шибден-Холл. Среди прочих бумаг он обнаружил множество дневников, принадлежащих своей родственнице по имени Анна Листер. Когда-то это поместье принадлежало именно ей. Записи в дневниках содержали планы по перестройке поместья, описание визитов и путевые заметки, но одна часть дневника была зашифрована. Вместе со своим другом Артуром Барреллом Джон нашел ключ к этому шифру. Однако, когда они прочли часть зашифрованных записей, Баррелл предложил сжечь все дневники и забыть об этом. Но Джон не послушал его совета. Однако и оставлять дневники среди прочих бумаг он тоже не решился. Поэтому он тайком спрятал их за панелью в одной из комнат Шибден-Холла. Чем же так могли шокировать дневники респектабельной дамы из Галифакса? В сегодняшнем видео я собираюсь рассказать вам все интересные подробности о жизни этой уникальной личности. Вперед! Я родилась такой. Почему я должна собой поступаться? Когда придет время, мы должны показать, кто здесь хозяин. Анна Листер родилась в Галифаксе 3 апреля 1791 года. Она была старшей дочерью Джереми Листера, который в молодости принимал участие в сражениях при Лексингтоне и Конкорде во время войны за независимость США. Всего у Листеров было 6 детей, но только Анна и ее младшая сестра Мэриан дожили до зрелого возраста. В 14 лет Анну отправили учиться в школу Мэннер Хаус в Йорке. Анна очень любила читать и в тот период особенно интересовалась классической литературой и греческой историей, пока другие девушки грезили о балах и влюблялись. Но последнее не обошло и Анну. Она тоже влюбилась в свою подругу Элизу Рейн, с которой они вместе учились. Обе девушки не пользовались популярностью среди других. Анна вечно имела потрепанный вид и много училась, за что ее прозвали школьным Соломоном, а Элиза же была смуглокожей и черноволосой, что тоже делало ее объектом насмешек. Обе девушки вели дневники, а свои отношения обозначили латинским словом «felix» – «счастье». Их роман продлится до 1811 года, а в 1814 Элизабет поместят в приют для душевнобольных. Казалось бы, страх закончить свою жизнь в приюте для душевнобольных должен был охладить ее пыл. Но она была упряма и задалась целью доказать этому миру, что для нее нет ничего невозможного. Смерть 4 братьев сделала ее наследницей богатых земель и родового поместья Шибден-Холл. Это то, что дало ей ту свободу, которой не было у других представительниц ее пола. Анна занималась преимущественно мужскими делами, управлением шахтами и строительством. Таким образом, она реконструировала Шибден-Холл и даже пристроила к нему башню в готическом стиле, чтобы расположить там свою библиотеку. Одевалась она всегда в черное, и ее современники находили ее внешность мужеподобной. В родном Галифаксе из-за этого ее прозвали джентльменом Джеком. На улице на нее постоянно пялились, и она становилась объектом грубых шуток. «Это мужчина!» – кричали ей вслед. На подобное высказывание Анна никак не реагировала. К насмешкам она давно привыкла, и во многом справиться с переживаниями ей помог личный дневник. «Мои манеры, конечно, своеобразны. Не полностью мужские, а скорее мягкие, как у джентльмена. Я знаю, как угодить моей прекрасной деве». Одна из возлюбленных Анны, Марианна Лоутон, вначале стыдилась появляться с ней на публике, так как внешность Анны давала повод для многочисленных сплетен. Их роман был и без того непростым. Они встречались несколько лет, то расходясь, то сходясь вновь. Несмотря на все мольбы Анны, Марианна вышла замуж, затем последовал болезненный разрыв. Но прошло время, и их роман вспыхнул с новой силой. «Я любила и люблю представительниц прекрасного пола, и была любима ими в ответ. И сердце мое противится любой другой любви, кроме этой». Еще одной страстью Анны была Вер Хобарт, сестра 5-го герцога Букингемшира. Анне тогда было около 30, они путешествовали вместе и наслаждались обществом друг друга. Но и она, в конце концов, вышла замуж. Листер поняла, что единственная дама, которая сможет остаться с ней, должна быть такой же независимой, как и она сама. И однажды, наконец, нашлась та самая, которая сказала ей заветное «да». За свою жизнь Анна объездила множество стран, но, по иронии судьбы, со своей возлюбленной познакомилась в родном Галифаксе. Ей стала богатая наследница Энн Уокер. Несмотря на то, что у той было свое поместье, она согласилась переехать к Анне, и они вместе поселились в Шибден-Холле. Женщины много путешествовали и вместе побывали во Франции, Италии, Бельгии, Нидерландах, Скандинавии и даже Российской империи. У Энн и Анны все сложилось благополучно. Женщины переписали завещание, указав друг друга в качестве наследниц, и даже сыграли свадьбу в церкви Святой Троицы.
Помимо прочего, Анна увлекалась альпинизмом и во время путешествия по Франции стала первой женщиной, покорившей гору Монте-Пердидо в Пиренеях. А в 1838 году они вместе с Энн Уокер совершили первое официальное восхождение на гору Виньмаль. «Я совершаю восхождение не ради славы. Я делаю это ради удовольствия. Кроме того, что означает слава перед лицом всего сущего? Какое значение она имеет для меня или для кого-то другого? Это не что иное, как молния, которая промелькнет яркой вспышкой и исчезнет, не оставив следа». Анна Листер, август 1838 года. В 1839 году Анна вместе с Энн приплыли в Россию, где побывали в Москве и Санкт-Петербурге, а затем отправились на Кавказ, планируя покорить гору Арарат. Дневник, который Анна вела большую часть своей жизни, насчитывает более 4 миллионов слов. Часть его записей была зашифрована простым кодом, сочетающим буквы греческого языка и алгебраические символы. Именно в зашифрованной части дневника Анна прямо и честно описывала свои чувства к женщинам, размышления о природе сексуальности и гендерных ролях, с которыми она не желала мириться. Именно эти записи так шокировали Джона Листера и Артура Баррелла. В своих дневниках Анна придерживалась четкой структуры. Каждая страница имеет свой номер для текущего тома, написанный на самом верху в центре. В левом верхнем углу Анна всегда писала год на каждой странице. Под годом она обозначала аббревиатуру месяца. Каждый новый день Анна отмечает горизонтальной чертой на полях, под которой аббревиатуры дня недели и число. Сразу под днем недели и числом Анна фиксирует, во сколько она встала утром в этот день и во сколько легла вечером. Для обозначения времени подъема и сна Анна использует 12-часовой формат времени и обходится без традиционных английских AM и PM. Иногда вместо времени можно встретить просто две точки. Тут есть две версии объяснения. Либо Анна забыла сразу указать время, а потом не смогла вспомнить точно, либо она попросту не ложилась спать и, соответственно, не вставала утром, что случалось в путешествиях. Помимо неизменных для каждой страницы атрибутов, мы можем видеть множество заметок на полях. Часто это просто слова и фразы, в которых выражается некая ключевая мысль записи. Возможно, это нужно было Анне для более быстрого поиска информации. Помимо фраз на полях можно было встретить немало символов. Исследователи разобрались, что они означают. Вот список ключевых символов, которые Анна Листер использовала в своих дневниках. Символ поцелуя Анна всегда сопровождала кратким описанием в коде, сколько было поцелуев и каковы они были. В дневниковых записях периода путешествия по России можно встретить слова и фразы, написанные на русском языке. Высокие холмы на севере, а между ними хребты холмов, покрытые лесом, маленькие конусы деревьев. Это была последняя запись, сделанная Анной в своем дневнике. Она умерла в 49 лет, 22 сентября 1840 года, находясь в Кутаиси вместе с супругой Энн Уокер. После ее смерти Энн забальзамировала тело любимой и вернулась с ним в Галифакс. Она проехала всю Северную Европу, сопровождая гроб с Анной. Как бы печально ни сложилась их судьба, каким бы коротким ни было их счастье, мир запомнил отважную Анну Листер и ее возлюбленную. А на стене церкви, где они заключили союз, до сих пор висит круглая таблица, обведенная радугой. Здесь Анна Листер, владелица Шибден-Холла, Галифакс, заключила священный союз с Энн Уокер. Несмотря на то, что Анна в своем завещании позаботилась о благополучии Энн, родственники последней объявили ее душевно больной и сдали в приют. Джон Листер умер в 1933 году, а Шибден-Холл превратился в музей. Дневники вместе с прочими документами стали музейной собственностью. Копия ключа от шифра была передана главному библиотекарю, который хранил его в запертом сейфе. В последующие годы с дневником работали несколько исследователей, но все они в своих работах старательно опускали все ссылки на гомосексуальные отношения мисс Листер. Все изменилось в 1980-х годах, когда за изучение дневников взялась Хелена Уитберт. Именно она сделала общедоступными зашифрованные отрывки, опубликовав их под своей редакцией в 2 томах. Столь откровенный характер записей поначалу вызвал у исследователей подозрения в мистификации, но подлинность дневников была доказана документальными свидетельствами.
Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Надеюсь, было информативно. Я постаралась ставить только ту информацию, которая не порочит честь и достоинство Анны Листер своими бездоказательными утверждениями. Эту героиню я выбрала именно по вашей просьбе, так что не забывайте писать свои пожелания в комментарии касательно следующих героев для моих роликов. Я вижу и записываю все ваши идеи. На сегодня все. Оставайтесь со мной и увидимся в следующем интересном видео. С вами была Дарки. Всем пока.